Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Сегодня у меня будет видео для новичков. В одном из видео я показывала, как связать вот такую вот замечательную коровку. И сегодня в этом видео я покажу, как связать вот такой вот сарафанчик. Такой сарафанчик можно связать не только для коровки, но для любой из игрушек, связанных по данной схеме. Вот такие вот малыши. Итак, сегодня будем вязать вот такой вот сарафанчик, платьице. В общем, сарафанчик. Вяжется он очень просто, быстро. Итак, приступаем. Забыла сказать, данное платьишко нужно вязать из той же пряжи, из которой вы вязали саму игрушку. То есть, если вязали из Cotton Gold, вяжите игрушку тоже из Cotton Gold. Если из джинс, то из джинс, чтобы у вас размер совпал. Вот. Итак, делаем первую воздушную петельку и набираем 54 столбика. Итак, набрали 54 петельки. Можете даже примерить, чтобы у вас этой цепочки хватило на, так сказать, самую широкую часть тела. Вот так вот. Все. Как раз у нас здесь самое широкое место 54 петельки. И вот 54 мы их и набираем. Далее ровненько смотрим, чтобы нигде не перевернулась наша косичка. Соединяем в колечко. Делаем соединительный столбик. Далее набираем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в эту же соединительную петельку, в которую мы соединялись, вяжем столбик с одним накидом. Так, провязали. И теперь в каждую петельку цепочки мы будем провязывать по прибавке. То есть провязывать по 2 столбика с накидом. 1, 2. И таким образом вяжем до конца ряда. Всего по кругу у нас должно получиться 54 прибавки. Думаю, это проще простого. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Итак, вот мы провязали все наши прибавочки до конца ряда. Теперь находим наши первые петельки, петли подъема. Находим третью петельку. 1, 2, 3. И в эту петельку вяжем соединительный столбик. Все, наш первый ряд провязан. Следующий ряд достаточно-таки простой. Мы опять набираем 3 воздушные петельки. И теперь в каждую петельку провязываем по столбику. И так вяжем до конца ряда. Здесь нет ничего сложного. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Довязали этот ряд до конца. И теперь соединяемся в третью петельку. 1, 2, 3. Соединительным столбиком. Все. Низ юбочки у нас уже готов. Если вы хотите сделать подлиннее, можете провязать еще рядок. Также при желании вы можете сделать обвязочку по краю. В принципе, и так хорошо смотрится. Но если вдруг есть желание,
то можно связать обвязку таким образом. Делайте воздушную петельку. Далее в следующий столбик вяжем соединительный. Делаем воздушную петельку. Соединяемся. Воздушная петелька. И у нас получится некая имитация рачьего шага. То есть в каждый столбик мы вяжем соединительный столбик, а между ними делаем воздушную петельку. Соединительный, воздушная петелька. Соединительный, воздушная. И так вяжете весь рядочек. Ну, это просто, чтобы краешек смотрелся покрасивее. Вот, смотрите. Фокус, наверное, убежал. Вот, такая получается как бы обвязочка. И уже платьюшко смотрится более законченным. У данного платьишка я ничего не обвязывала. Оно просто вот такое вот, видите, ровненькое. А у этого делаю вот так. Некий рачий шаг. В общем, сейчас я довяжу этот рядок до конца. И покажу, как вывязать переднюю часть. Итак, довязали мы обвязку. Вот такая вот она получается. Дошли до края. Вяжем последний столбик соединительный. Делаем воздушную петельку. И соединяемся в первую воздушную петельку начала, в общем. Вот. Все, отрезаем ниточку и прячем ее с изнаночной стороны. И также эту прячем. Теперь берем нашу заготовочку, смотрим, чтобы наше закрытие было сзади. Ну, в принципе, если вы аккуратненько все закрыли, то не обязательно, чтобы оно было сзади. Итак, берем ниточку и присоединяемся. В принципе, в любом месте можно присоединиться. Так, вот здесь буду присоединяться. Итак, подхватываем петельку, подхватываем ниточку, вытаскиваем и делаем воздушную петельку. Далее мы провязываем 10 столбиков за вот эти вот петельки, дужки. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. Это мы на такую ширину будем вязать переднюю часть сарафанчика. Если хотите пошире, сделайте побольше петель, поуже, поменьше. Ну вот для меня это такой оптимальный вариант. То есть вот столько будет закрывать тело. Провязали. Теперь делаем воздушную петельку. Вязание поворачиваем и вяжем также в каждую петельку по столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. Делаем воздушную петельку. Сделали воздушную петельку и вязание повернули. И так еще провязываем 2 ряда. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля. Поворачиваем и снова 10 столбиков вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем воздушную петельку. И теперь с каждой стороны мы сделаем по убавочке. Вытаскиваем петельку, следующую вытаскиваем и убавляем. Далее вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков и снова делаем убавочку. Делаем воздушную петельку и провязываем. Теперь уже у нас 8 столбиков будет. 1, 2, 3, 4, какой-то недоузелок. Да ладно. Так, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем воздушную петельку. И еще один рядок вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сделали. Вот. Можно уже примерить платьишко. Так. Вот так вот получается. В принципе, достаточно. Ну, если вам мало этой длины, вы можете еще рядок провязать. Но, на мой взгляд, достаточно. Итак,
Теперь нам нужно отсюда провязать 20-25 воздушных петелек. Так как у всех плотность разная, вам нужно будет примерить. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Сделаю 23 петельки и примерю. Так, смотрите. Обязательно учтите, что юбочка должна быть на одном уровне. Просто я когда вязала первое платьишко, то не обратила внимания, когда одевала, то есть здесь у меня низ был, а верх подскакивал, либо наоборот. Вы делаете так, чтобы у вас было все на одном уровне, и на этом уровне примеряйте. Смотрите, докуда хватит вашей лямочки, до туда будет платьишко опускаться, чтобы оно у вас, если лямочка будет короткая, то он будет вот так вот подлетать. То есть лямочку нужно сделать по размеру, который вам нужен. Как вы хотите, чтобы платьишко было на коровке, на какой-то другой игрушке. Я вот набрала 23 петельки и думаю, что вполне достаточно. Так. Кстати, эта пряжа какая-то жесткая, и прям платье таким немножко колом стоит. Это я когда вязала, такая вот помягче ниточка, конечно. Так, провязали, затянули здесь петельку. И также присоединяемся здесь и вяжем такую же цепочку. Кончик можно подлиннее ставить, чтобы потом было удобнее его спрятать. Вытащили петельку и вяжем 23 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Так. Смотрим, чтобы были одинаковые. Ну и вот у меня уже не совсем они одинаковые получились, конечно. Ну, если потянуть, все. Так, обрезаем. Здесь ниточку закрепляем и прячем ее в этот рядочек. И дальше вот этими ниточками мы пришиваем лямки к платьицу сзади. Вот таким вот образом. Оставив здесь вот 10 петелек. В принципе, вы можете прям четко посчитать, сколько здесь петелек надо сделать. Так, сейчас я вам скажу. Вот смотрите, у нас платьишко состоит из 54 петелек. На 10 мы связали нашу переднюю часть, вот эту вот, да, и набрали вот лямочки. Вы можете просто отсчитать 17 столбиков вот здесь вот и присоединить сюда нашу лямочку. Далее отсчитать 10 столбиков и присоединить эту. Ну, в общем, смотрите, чтобы по краям у вас по 17 было столбиков. И вот так вот лямочки прикрепите. Либо же, если не хотите заморачиваться, считать эти все столбики, просто примерьте, посмотрите, чтобы было ровно, и присоедините эти лямочки. Так, сейчас я пришью их.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, и 18 петельку буду пришивать. Смотрите, чтобы ваша цепочка не была перекручена. И вот к 18 столбику я буду пришивать. Закрепляю здесь ниточку. И прячу в рядочке. Не очень хорошее, конечно, освещение, но я думаю, что будет понятно. Теперь также аналогично отсчитываем от края 17 столбиков. И к 18 мы будем пришивать. Я уже тут посчитала, отметила. Так. Также смотрим, чтобы не было перекручено. И пришиваем. Все так же здесь закрепляем и прячем кончик. Так, сейчас еще этот кончик спрячу. Все, наше платьице готово. Примеряем. Кстати, что хотела сказать, данное платьице вы сможете связать на любой размер. Просто смотрите, какого обхвата у вас самое широкое место, чтобы можно было одеть платьишко. Набирайте столько воздушных петель и делайте все те же манипуляции. Длину платьица просто провязывайте побольше рядов. Если не хотите прям такое сильно пышное, то вяжите прибавки не в каждый столбик, а через столбик. Тогда она будет не такая вот пышная. Немножко он у меня здесь, так сказать, как будто накрахмаленный, потому что жесткий 35-й цвет попался мне. Вот такой вот сарафанчик у нас получился. Думаю, у вас тоже все отлично получилось. И вот такая вот балеринка вышла. Данное платьишко подойдет, как я уже говорила, на любую игрушку по схеме много игрушек по одной схеме. Вот. Вяжите для своих малышей такие сарафанчики, и у вас будет уже не мальчик, а девочка-игрушка.
Вот у меня есть собачка такая связанная. Можно даже ей примерить. Конечно, у меня это мальчик-песик. Сейчас посмотрим, как будет прикрывать животик. Конечно, мордашка здесь именно мальчика, но если вышить реснички немножко по-другому, то, в принципе, тоже неплохо смотрится, даже если есть вот этот вот животик. Платьишко животик прикрывает, и игрушечка смотрится довольно-таки хорошо. Правда, хвостик вот так кверху. Но ничего. Все, спасибо огромное, что вязали вместе со мною. Надеюсь, данный мастер-класс вам был полезен. Вяжите с удовольствием. И всем пока. Пока-пока.